Мерхаба, мои друзья! Всем привет! Начинается новый этап нашего с вами путешествия. На этот раз мы уже в Азии, а конкретно в Турции, в городе Бурса, откуда сегодня мы начнем с вами наше великое путешествие в прямом и переносном смысле этого слова по Турции. Присоединяйтесь! I just wanted to change for just receiving the opportunity to work with other companies. Mm-hmm. Nothing special. I just wanted to, be open to the market. Yeah, I understand. I used to be a graphic designer. Right now I'm a UI designer. So Iran doesn't need UI designer. Or if it needs, it's they work usually for the government. So either way, you cannot get the job. Have you seen Lord of the Rings movies? Yeah, sure. You're like Bilbo Baggins right now, moving around. Я немножко перекусил, вышел за пределы города, и давайте посмотрим, какой здесь в Турции автостоп. Место выглядит довольно неплохо. Сейчас попробуем поймать нашу первую попутку. Каракабей, Бандирма, Каннакале. Тамам? Окей. Русский, English. Zelensky. Yes. You like him? Okay. Можно сказать, первый опыт был позитивным. Прождал я примерно минут 40, честно говоря, думал уже двигаться дальше, но потом остановился этот мужик и подкинул меня на почти 100 километров. Произошел у нас, правда, небольшой конфуз. Я думал, что он едет до ближайшего городка, и когда мы уже въехали в тот городок, я попросил его высадить меня поближе к трассе, потому что я еду дальше. И оказалось, что он тоже едет дальше, и мы, зря сделали этот лишний детур, поэтому он немного на меня обозлился вначале, но в целом нормальный чувак. И да, собственно, забыл сказать, куда мы направляемся. Направляемся мы в городок под названием Чамукале. Это очень старое поселение, которому почти 5000 лет, и на той территории велась, если вы знаете, из мифов Древней Греции, из истории, Троянская война. И там недалеко оттуда есть остатки поселения Трои. Стоит тот знаменитый конь, который был в фильме «Троя» с Брэд Питтом. И находится это прямо на побережье Дарданельского пролива. Я снова попался в эту ловушку Джокера, как тогда в Португалии, когда прошел 7 или 8 часов вдоль трассы. Не получилось у меня поймать тачку на выезде из Бандырмы, и я решил немножко пройтись в надежде на лучшее место. Но вот уже иду, наверное, час, и впереди вот такая картина. Мужики, чекайте, это первый раз я поеду на фуре, возможно. Никогда не катался на таких тачках. Парень-дальнобойщик приблизил нас еще на 60 километров ближе к нашей цели. И остается каких-то жалких 100 километров. Но дело в том, что время уже без 15:07. Нам нужно сейчас еще выйти за город. И у нас останется, я думаю, примерно час, пока светло, чтобы поймать попутку. Хотелось бы, конечно, сегодня добраться до Чанаккале. Но мы никуда не спешим, сроков у нас никаких нет, поэтому будь как будет. Let's go. Let's go.
Okay, can you buy for me one and I will buy for you one, okay? Will it work? Teşekkürler. Afiyet my olsun. friend. Are you a smoker? Do you smoke? Don't smoke it. Okay. You? Sometimes. Like Turkey? It's very diverse. Yeah, it's much different from Europe. It's a mix with Europe and Arabic culture. It's a nice mix, very diverse. It's interesting to travel here. Yeah. And nice people, very, like you, very hospitable. Everybody offer me coffee, cigarettes. It's nice. Really friendly people. And the nature, yeah, it's beautiful. Я был в поиске кафе. Хотел что-то перекусить, выпить чай или кофе. Но в том кафе, куда я пришел, там ничего такого не было. Но попался чувак, который захотел меня подвезти к заправочной станции. И угостил кофеем. Мило пообщались. Да, поэтому... Уже поздно. Этот город Бига, в котором я думал, я пройду его за полчаса, он оказался слишком протяженный. И уже, как вы видите, 9 час, довольно поздно, темно. Вряд ли получится поймать какую-то попутку, поэтому сейчас нужно найти место для ночевки. И завтра утром мы продолжим свой поход. Доброе утро. Эта ночь прошла в довольно экстравагантном месте, если можно так сказать. Сейчас я покажу вам его поближе. Я не намеревался спать конкретно в этом месте, но так вышло. Просто было уже довольно поздно, часов 10 вечера. Я все шел вдоль трассы, подыскивал себе место и вдалеке увидел сосновую посадку и решил сойти посмотреть, что там. И когда зашел в эту посадочку, то понял, что я хожу между могильных камней вот этих. То есть мы с вами на местном кладбище. Но выбирать особо не было из чего. Было уже поздно. Поэтому я нашел себе такую полосу, где нету могильных плит. Вот там дальше, вдоль забора, они опять начинаются. И раскинул здесь свой гамак. Ночь прошла очень спокойно, стояла мертвая тишина. Нас ждет вторая серия сериала «Дальнобойщики». Зацените турецкого Эминема. Как получилось, что он снова стал президентом, если, как я понял, огромное количество человек не поддерживает его политику? Касательно цен, Турция намного приятнее, чем даже Европа в сравнении. Вот такой обычный скромный прием пищи, котлетки, макарошки, салатик. Стоит 130 лир, это 4 евро примерно. Приятного аппетита, кто кушает. Hey buddy, where are you going? Çanakkale? Yes. Me too. Good luck. Together, yeah, we can. You think it's a good place to stop? Yes, here. Okay. Удача. Merhaba. What's happened to the friends of your friends? Did he fight in somebody? Onunla falan ne oldu diye soruyorum. My boss. I am boss. Restaurant. Aha, you have a restaurant? Yes. Turkish traditional restaurant? Kasap. Meat. Fast food and meat steakhouse. It was nice to meet you. I will visit you later at the restaurant. Thank you.
Коня мы посмотрели, других достопримечательностей я в этом городе не знаю. Можно еще зайти в рестик чувака, который нас подвез сюда. И, думаю, будем выдвигаться на Трою. А так выглядит пролив Дарданеллы, который в паре с Босфором соединяет Черное море со Средиземным. Узенькое довольно, я думал, оно пошире. Hi, how are you? Зашел в небольшое местное кафе, взял себе вот какие-то котлетки, картошка. А здесь тоже картошка и тушеный баклажан с перчиком под греческим йогуртом, как я понял. И какой-то местный напиток. Обед не обошелся в 180 лир, что эквивалентно 6 евро. Пока единственное, что мне не нравится в Турции, это то, что буквально каждый, с кем я коммуницирую, предлагает мне вместе покурить, предлагает сигареты. И поэтому часто приходится это делать в последнее время. А так в целом люди здесь просто мега гостеприимные, мега дружелюбные, общительные. И в целом находиться по кайфу. Первый раз в жизни увидел ската, когда я заходил в воду, такой маленький, размером с ладошку, но улетел. Блин, приходится тратить реально по 2 часа минимум, чтобы пройти от одного конца города до другого. Плюс я еще зашел покупаться, плюс магазин. И солнце, как вы видите, уже село. Нужно искать место для ночлега. А тут у нас такая движуха, кстати. Овечья. Мерхаба. Excuse me, do you speak English maybe? Yeah. Yes? Yes. I'm a traveler from Ukraine. Now I'm traveling through the Turkey. And for this night looks like I'm without the place to sleep. So I just went to you to ask, maybe I can put my hammock somewhere in your garden to spend the night. Anladım ben. Şey istiyor. Yok camping. Yes, I have my hammock. okay. I just put my hammock somewhere here. Dur. And in the morning I will go. Sorry, 1 minute. Yeah, sure. You can just stay here if you Ha, want. okay. Burası itfaiye müdürlüğü. Gittiğiniz zaman orada kamp alanları mevcut. Попробовал вписаться к пожарникам, как оказалось. Думал, может быть, они разрешат раскинуть гамак, переночевать у них во дворе. Но они сказали, типа, поскольку это официальное учреждение государственное, то, ну, якобы они не имеют права. И сказали, ну, посоветовали пройти в сторону пляжа. Сказали, там есть зоны для кемпинга. Поэтому идем туда. Доброе утро. Ночь мы провели с вами в таком замечательном месте, в саду фиговых деревьев. Очень хорошо поспал, наверное, одна из лучших моих ночей вообще на природе. Но солнце уже начинает испепелять и не дает шанса поваляться. Поэтому нужно вставать, собираться и выдвигаться. English? Yes, yes. English? Yes, I speak a little English. English. Merhaba. How can I help you? Bu gemi. Gimme. Görüyorsun? Gel içine. Vay. Gel bak. It's your boat, your vessel. Can I take a look? Gel. Bu
Ah, it's your home, your house. Yunanistan. You live here in this boat. Yunanistan. Bu denizaltı. Wow, Vay baba orada cool place. komples. Sen İngiliz mi? Yes, I speak a little English. And you? No English? Bir Türkiye. Turkey. Türkiye. Türkiye. I'm from Ukraine. Ukrayna. O Yes. güzel. Ukrayna. Mama. Anne. Mama. Mama? Anne. Нет, моя мама Таня, не Анна. Ay. Okay, sir. It was nice to meet you. Biz böyle yaparız. Aslında bir de böyle yaparız. We are friends. Aynen. Nice to meet you. Take care. I will go continue my journey, okay? And good luck to you. Okey. Plaj burada. Duş al. Banyo. Merhaba. May I have a chai? Chai. One chai, please. Yes, one chai. Turkish chai, Turkish. I don't know, like the chai that everybody drink here. Like normal chai. Normal chai. Normal chai, yeah. Yes, black chai. Yes, thank you. Чай здесь выглядит всегда одинаково в таких стеклянных стаканчиках. Так как здесь большинство мусульман, арабов, они не пьют алкоголь, поэтому самый популярный напиток это крепкий черный чай, то есть они чефирят по сути. И стоит это обычно, если не какое-то туристическое место, обычная кафешка, это 5 лир, то есть примерно 15-20 центов. И да, сейчас попробуем. Классический, крепкий, черный, сладкий чай. Güle-güle. Очень быстро получилось поймать попутку. Буквально я вышел на трассу, простоял минут 5-7 и остановился чувак. Ехал он в Измир, это город, который я собирался посетить после Трои и отдохнуть, провести там пару дней. Находится он в 300 километрах отсюда. И я было уже забайтился поехать с ним прямо в Измир, но кто знает, когда еще раз я буду в этих краях. И поэтому я все-таки решил заехать, посмотреть останки Трои, место, где погиб Ахиллес, и показать его вам. Вот мы подходим уже к пропускному пункту в старинный город. В общем, оказалось, это платное развлечение, стоит 330 лир. 10-11 евро. И плюс конь еще, который здесь местный находится, он закрыт на реставрацию. Сейчас попробую добазариться, может. Excuse me, do you speak English? Yes? Listen, situation is the next. I'm a traveler. I'm a hitchhiker, travel without money. And I wanted to visit this place, but I didn't check that needs to buy a ticket in this place. Maybe is there any chance to enter like for free for poor travelers? Because it was my dream from the childhood to see this place. No, it was my dream when I was a child. I was dreaming to see these places, like from my childhood. Thank you very much. Çok teşekkür. Thank you, miss. Thank you very much. Перекинулся только что парой слов с ребятами, тоже туристами. И оказывается, здесь для иностранцев вход 10 евро, для местных, для турков 1. So the scientists say the wind brought wealth to Troy.
So I just explain what it means. Помимо того, что мы бесплатно прошли, еще вписались на бесплатную экскурсию. Итак, мы с вами на останках древнейшего поселения Трои, которое берет свое начало в 3000 году до нашей эры и насчитывает примерно 9 основных вех своего развития, периодов упадка, периодов расцвета. Но главной причиной, по которой мы в том или ином виде можем наблюдать строения, какие-то остатки этой цивилизации, причина кроется в этом. Это ширина стен строений, которые были здесь воздвигнуты, и высота фортификационных стен достигала 8-10 метров. И просто не было никакого оружия, которое смогло бы пробить эти стены. И даже множество землетрясений, самое большое, датированное 1300 годом до нашей эры, не смогло полностью снести это место с лица земли. Произошло не очень приятное событие. Я случайно повредил свою камеру. Поэтому на этой ноте наш троянский трип заканчивается. Я попробую поехать починить камеру, и скоро встретимся на просторах Турции снова. Пока.